Почему твои демо-биты могут пагубно влиять на твое психологическое состояние? Все очень просто. Когда ты не завершаешь свои демки, то происходит такой эффект, как гештальт. И он бывает либо завершенным, либо незавершенным. И сегодня я хотел бы поговорить об этом и к чему это может привести в дальнейшем. Давай разберем по пунктикам, что такое вообще гештальт и вообще сталкивался ли ты с ним или нет. Я сразу тебе проспойлерю, что ты с ним сталкивался и сталкивался с ним очень-очень часто. Если у тебя есть большая коллекция твоих демок, а именно битов, то зачастую ты его имеешь. И как с этим бороться? Смотри, гештальт — это, можно сказать, как картина в общем. И ты спросишь меня, а при чем тут вообще демки и картина в общем? Все очень-очень легко. Когда ты делаешь какую-то демку, ты стараешься ее завершить, но у тебя это не получается. Это и есть тот самый незавершенный эффект гештальта. А когда ты ее завершаешь, этот гештальт у нас закрывается. Какие последствия могут быть по итогу этого гештальта, если ты его не закрыл? К примеру, у тебя есть штук 6 демок, и ты пытаешься все их доделать, но у тебя это не получается. Все очень просто. Когда ты перейдешь к 7-й своей демке, у тебя просто будет забита голова тем, что у тебя осталось те демки, которые, возможно, кому-то ты можешь продать, возможно, которые могут стрельнуть, но при этом ты ассоциируешь свое внимание больше на 7-ю свою демку, которую в итоге ты также ее не завершишь. И на самом деле, хоть это и звучит безобидно, но это влияет очень-очень сильно на твою продуктивность, на твою способность. То бишь, мы можем взять пример даже не демок. Давай возьмем любое из битмейкинга, вообще из жизни. Но приведу больше примеров битмейкинга. К примеру, ты сделал бит, но тебе стало лениво доделывать, к примеру, трекаут, эксклюзив, вот эти все форматы, которые ты уже, в принципе, знаешь. Выкладывать это в паблик, что-то загружать. И ты просто забиваешь, потому что тебе хочется дописать еще какой-то бит. Это и есть тот самый незавершенный гештальт, потому что ты зачастую этого просто не сделаешь. Ты про это забудешь в большинстве случаев. А если не забудешь, то будет еще хуже. Что по итогу, как я уже говорил, ты просто будешь делать это на регулярной основе. Это в корне неверно, потому что, смотри, сколько у тебя демок? Давай посчитаем. 7 это, скорее всего, даже будет минимум, потому что у меня лежит в папке штук 17. И что по итогу я могу потерять? Я могу потерять и деньги, и незаконченные проекты, и какие-то профиты, то бишь лайки, комментарии. Все это я могу потерять из-за того, что я просто это не доделал. Тебе это надо, тебе это не надо. Логично. Да, пока прервемся. Пагубное состояние гештальта. Смотри, если мы с тобой сделали пару демок, да, и у тебя уже начинает голова забиваться, где, что, как, почему и зачем, в 7-й как раз той самой демке ты это все вспомнишь. Это все вспомнишь, как в не позитивном ключе, а больше в негативном. И это будет сказываться на твою продуктивность, опять же, как я уже говорил. Впрочем, давай я тебе приведу примеры из жизни этих негативных ключей. Незавершенный гештальт бывает в самых распространенных случаях. Давай возьму самую основную. Поскольку ты парень, и ты, скорее всего, когда-то имел девушку, в нормальном, конечно же, понимании, а не как ты подумал. И здесь складывается такой эффект, когда при расставании с девушкой у тебя случается этот гештальт, потому что есть два типа отношений, когда ты расстаешься. Это когда вы уже обо всем договорились, да, и все понятно, причина расставания была понятной. Но есть также отношения, когда девушка просто говорит то, что мне больше с тобой не интересно, я больше не хочу быть с тобой, иди лучше там погуляй с другими, либо же давай будем просто друзьями. И этот незавершенный гештальт будет тебя мучить очень-очень долго. Поверь мне, сейчас ты на это не обращаешь внимания, когда ты пишешь демки, но это будет касаться не только демок. Это будет касаться всего. Еще один пример, который я взял из источников некоторых, это давай представим картину, что ты официант. И какие заказы ты зачастую будешь вспоминать, а какие ты будешь забывать. Скорее всего, завершенные ты будешь забывать, а которые у тебя вот сейчас активны на данный момент. И они тебя мучают, потому что ты их помнишь все, и у тебя мысли в голове только об этом. Зачастую это и есть тот самый гештальт, потому что дальше он тебе не даст ничего сделать, пока ты его не завершишь. Также и в отношениях. Вот почему такой пример. Потому что мужчина не всегда любит женщину из-за того, что
она там красивая, она там модная, она там умная. Нет, иногда это бывает просто тот самый незавершенный гештальт. Он тебя хоть раз мучил? Ставь лайк, если, конечно же, он тебя мучил. А он тебя мучил. Так же будет и с демками. Демки перерастят в какую-то рутину. Рутина перерастет в какую-то работу. Работа перерастет в твою жизнь. И твоя жизнь будет казаться, что ты что-то не доделал, ты что-то не сделал. И пагубно ли это будет влиять на твое состояние впоследствии? Я скажу тебе сразу, у меня, конечно же, такое состояние было, и оно очень неприятное. И это как раз сказывалось на тех самых демок. Когда у меня было штук, но не буду врать, больше 30 точно. И я пытался, я каждый день уделял что-то доделать, но у меня этого не получается. И зачастую сейчас у меня есть эта проблема, я с этим борюсь, потому что иногда происходят такие ситуации в жизни, когда ты чувствуешь, что твоя демка звучит хорошо, но при этом не очень, и ты хочешь что-то добавить. Слишком большое количество инструментов, которые портят твой бит. Какое-то пересведение, которое может испортить твой бит. Все, что угодно. Ты просто будешь с этим заморачиваться. Это буквально выглядит так, что ты бежишь за той девушкой, с которой ты расстался, и говоришь: «Господи, я тебя умоляю, только, пожалуйста, будь со мной, я как бы все отдам, только вот ради тебя, чтобы у нас с тобой было все прекрасно». Это выглядит именно так. А теперь давай посмотрим нас со стороны девушки. Как ты себя чувствуешь? Выглядишь хорошо? Вот она вот сейчас смотрит, тут ты сейчас смотришь на самого себя, который унижается перед коленями там, и что-то там говорит, а тебе это не нужно. Понимаешь? Я что хочу донести этим? То, что если ты не хочешь доделывать демку, не доделывай. Не надо это делать. Ты не уверен в своем сведении, сделай новый. И почему я это говорю? Это полностью противопоказано гештальту. И сейчас я тебе расскажу лайфхак, как избавиться от этого гештальта, как избавиться от этих демок, которые просто тянут твое время, они тебе и не нужны особо. Все очень просто. Если ты хочешь извлечь выгоду от своих демок, коллаборируй. Довольно много сейчас битмейкеров, с которыми ты можешь коллаборировать. И неважно, какой опыт работы у того самого битмейкера. На самом деле не очень важно, потому что ты можешь отправить как одному, так и 10. И это будет профитом, потому что смотри, в чем выгода. Тебя будут рекламировать буквально. То бишь, коллаборация тебя обозначает как соавтора либо автора. Понимаешь, чем это может привести? Чем больше у этих 10 человек лайков, дизлайков, комментариев и вообще какая-то активность, тем больше будет у тебя. Не надо делать все только одному. Это пагубно будет влиять на тебя же самого. И если у тебя будет какая-то возможность закончить демку прям сразу, вот ты начал писать, начал делать структуру, все, берешь, заканчиваешь полностью. Не оставляешь это на потом. Не надо завтраки. Завтраки, ты любишь завтраки? Я думаю, что нет, потому что именно это нас и тяготит в большинстве случаев. Ну, вот такой вот ролик у нас с тобой получился сегодня. Я надеюсь, что тебя он смотивировал. Ты не будешь делать своих буквально очень простых ошибок. И я вас, конечно же, всех крепко обнял, всех приподнял. До нового ролика. Чаец!